В ноябре 1918 года в результате переворота, совершенного белыми в Омске, к власти пришел Александр Колчак, ставший верховным правителем России. 44-летний адмирал теперь обладал властью, равной императорской, и имел абсолютное право вето на любые новые законы. Несмотря на внезапное возвышение, Колчак не стал окружать себя роскошью и не переехал во дворец. Он продолжал снимать городской дом в Омске и тщательно следил за своими расходами. В Омске с ним жила его преданная любовница Анна Тимирева, которая также работала его переводчицей. Его жена и сын, которых он не видел больше года, все еще находились в Крыму. Вскоре они должны были отправиться в Париж, где многие белые русские жили в качестве беженцев. Став верховным правителем, Колчак столкнулся с серьезными вызовами. И вскоре стало ясно, что он не был ни прирожденным, ни искушенным политиком. Его методы были жестокими и суровыми, предложения короткими и точными. Если ему не удавалось добиться своего, он расстраивался и злился. Он строго придерживался своего собственного представления о чести, как для себя, так и для Родины. Однако он был чрезвычайно трудолюбив, хорошо воспитан и мог быть по-человечески добрым и щедрым. Первоочередной задачей Колчака было признание его положения как верховного правителя русским народом, армией и другими белыми лидерами. Что не менее важно, ему требовалось признание союзников, прежде всего Великобритании, Франции и США. На предыдущей неделе, 11 ноября, перемирие фактически положило конец Первой мировой войне. И хотя боевые действия продолжались во многих частях Европы, союзники теперь могли направить гораздо больше ресурсов на поддержку белых. Однако союзники больше не нуждались в том, чтобы Россия участвовала в Первой мировой войне. Теперь их больше интересовала смена режима. Замена большевиков на кого-то менее враждебного и более надежного. Поэтому поначалу союзники были встревожены неожиданным переворотом, который привел к власти Колчака. В своем первом заявлении он сразу же постарался успокоить их. «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает». Действительно ли Колчак хотел демократии в России, так никогда и не будет выяснено. В контролируемых белыми районах России реакция на нового верховного правителя была в целом положительной. Консерваторы приветствовали появление сильного лидера после столь сильного хаоса. Но реакция не заставила себя ждать. Левые группы, которых переворот оттеснил от власти, эсеры и меньшевики, не сдались. Они созвали собственное учредительное собрание в Екатеринбурге, где всего за 4 месяца до этого большевиками был убит Николай II и его семья. Это собрание отказалось признать новое правительство Колчака и призвало к сопротивлению. В ответ верховный правитель приказал местным чехословацким войскам арестовать всех его членов. Многие из них были позже убиты во время восстания в Омске, в ходе которого погибло несколько сотен эсеров. Колчак показал, что не боится применять свои диктаторские полномочия, и такие твердые действия способствовали укреплению его положения. С другой стороны, эсеры, его союзники в борьбе с красными еще несколько недель назад, теперь стали его злейшими врагами. Они обвиняли Колчака в желании сделать себя императором
что, по их мнению, делало его еще большей угрозой, чем большевики. В других местах белые приняли власть Колчака. Генерал Юденич на северо-западе, Марушевский на севере и генерал Деникин, командовавший добровольческой армией на юге. Районы, находившиеся под непосредственным контролем Колчака, фактически находились под управлением военных властей. На местные советы нельзя было положиться, поскольку они поддерживали политику эсеров и большевиков, например, земельную реформу. Вместо этого белые запретили профсоюзы и вернули национализированные отрасли в частную собственность. Везде, где белые встречали сопротивление, они действовали безжалостно. Когда на Енисее вспыхнуло восстание, Колчак приказал уничтожить каждую деревню, оказавшую вооруженное сопротивление, сжечь дотла, расстрелять жителей, конфисковать все ценное. Предписывалось брать заложников, а если местные жители сотрудничали с партизанами-большевиками, их расстреливали. В процессе подавления восстания на Енисее белые войска казнили около 10 тысяч русских. Все это было прямым следствием приказов Колчака. Большевики были столь же беспощадны на контролируемой ими территории. Некоторые историки различают красный и белый террор во время гражданской войны. Красный террор был направлен сверху. Это была официальная политика массовых убийств по классовому признаку. Белый террор был реактивным, спонтанным и обычно осуществлялся местными командирами. Это мало что меняло для простых россиян, которые перенесли в этой войне неисчислимые страдания и погибли в невообразимых количествах. В экономическом плане у Колчака было одно преимущество перед большевиками. Он контролировал 2/3 золотого запаса императорской России, захваченного у большевиков и хранившегося теперь в Омске, всего 490 тонн. К концу 1918 года в России находилось несколько экспедиционных соединений союзников, призванных помочь белым. Важнее войск были оружие, боеприпасы и продовольствие, которые присылали союзники. Но эта поддержка была сопряжена с определенными трудностями. Колчак получил телеграмму о том, что союзники рассчитывают, что французский генерал Морис Жанен, находившийся во Владивостоке, возьмет на себя общее командование всеми союзными и русскими солдатами в Сибири. Колчак решительно отверг эту идею, заявив, что скорее предпочел бы отказаться от иностранной помощи, чем подчиниться такому предложению. В конце концов был достигнут компромисс. Генерал Жанен будет командовать только чехословацким корпусом и некоторыми другими небольшими контингентами союзников. Большая часть из них будет отведена для охраны линий снабжения и железных дорог. Некоторые историки считают, что уязвленная гордость Жанена впоследствии приведет к горьким последствиям для адмирала Колчака. Война с большевиками всегда была главной целью Колчака. Его мечта – взятие Москвы и Петрограда. От прошлого правительства ему достались планы крупного наступления на Вологду. Цель заключалась в том, чтобы прорваться к белым силам под Архангельском и получить доступ к союзной помощи, прибывающей через северные порты. Наступление началось 27 ноября. Екатеринбургская армия белых столкнулась с Третьей Красной армией, которой было приказано удерживать 400-километровый фронт, испытывая при этом острую нехватку топлива, продовольствия и теплой одежды. Наступление началось успешно. Красные вскоре отступили с большими потерями, а 24 декабря белые взяли город Пермь.
Это была крупная победа войск Колчака. Они захватили 30 тысяч пленных, 120 артиллерийских орудий, 1000 пулеметов и 9 бронепоездов. Желая отомстить за это унизительное поражение, Красная Армия в январе перешла в контрнаступление. Но после небольших успехов и огромных потерь с обеих сторон наступление зашло в тупик. Взятие Перми вселило в Колчака и его генералов надежду, и они задумали новое крупномасштабное наступление на весну 1919 года. Их амбициозный план состоял в том, чтобы наступать в направлении Вятки и Саратова, прорвать слишком растянутый центр Красной Армии и охватить Москву с севера, востока и юга. Наступление началось в марте, и вскоре белые войска стремительно продвигались к Волге. К концу апреля они продвинулись примерно на 300 километров, захватив территорию, богатую промышленными и сельскохозяйственными ресурсами, и вышли на подступы к Казани, Симбирску и Самаре. Французский премьер-министр Жорж Клемансо и британский военный министр Уинстон Черчилль были в числе тех, кто прислал Колчаку поздравления. Для белых Москва наконец-то стала досягаемой. А с учетом военного успеха и новой международной поддержки, правительство Колчака выглядело как никогда сильным. Дни большевиков, казалось, были сочтены. Ленин и большевики были глубоко встревожены успехом Колчака. Были приняты чрезвычайные меры, которые вскоре должны были позволить им дать отпор. Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий обеспечил удвоение численности Красной Армии всего за год. Теперь она насчитывала 1,5 миллиона солдат и опиралась на все ресурсы государства, собранные в рамках новой политики военного коммунизма. В апреле Ленин объявил Колчака врагом номер 1 Советской Республики. Лозунг «Все на Колчака» стал новым лозунгом большевиков. Восточный фронт Красной Армии получил 2 новых блестящих командиров – генерала Михаила Тухачевского и комиссара Михаила Фрунзе. В апреле 1919 года они перешли в контрнаступление с 80-тысячной армией. Белые войска вскоре начали стремительно отступать. 9 июня пала Уфа, важнейший опорный пункт белых. В разгар этого кризиса Колчак получил шанс на спасение. Предложение военной поддержки, которая могла бы переломить ситуацию против красных. Финляндия, более века находившаяся под властью России, после революции большевиков объявила о своей независимости. Регент Финляндии Карл Густав Маннергейм предложил атаковать Петроград 100-тысячной армией. В обмен он хотел, чтобы Колчак признал независимость Финляндии. Колчак категорически отказался. Даже в этот отчаянный час он не согласился бы на расчленение исторической Российской империи. К августу Красная Армия форсировала реку Тобол. Но у Колчака был план. Он пожертвовал территорией, чтобы получить время для передышки и перегруппировки войск. Как верховный главнокомандующий, Колчак регулярно посещал фронтовые части, чтобы ознакомиться с обстановкой и поговорить с бойцами. Он привозил дополнительные пайки кофе, сахара и табака, чтобы поднять боевой дух. Он всегда говорил о долге и родине. Но небольшие подарки и слова
не могли компенсировать все более тяжелое положение его войск. Им отчаянно не хватало снабжения, включая транспорт, топливо, одежду и оружие. Кризис, отчасти вызванный массовой коррупцией и воровством в тылу. Возвращение дисциплины царских времен, включавшей порку и избиение солдат, вызвало еще большее недовольство. Участились случаи дезертирства, особенно среди новых призывников из числа крестьян, у которых не было причин любить белых. При личном общении Колчак все больше терял самообладание и не мог контролировать свой нрав. Он выглядел заметно изможденным, а к 44 годам его волосы совсем поседели. Ходившие слухи о морфиновой зависимости были, скорее всего, злонамеренными сплетнями, но верховный правитель стал неуравновешенным и раздражительным. В августе того же года Колчак с головой ушел в планирование контрнаступления, которое должно было поддержать наступление генерала Деникина на Москву. На его исход возлагались большие надежды. Атака началась 1 сентября. Первоначальные результаты были отличными. Войска Колчака разгромили Третью Красную армию, взяли тысячи пленных, продвинулись более чем на 160 километров и отбросили красных за Тобол. Но намеченные Колчаком крупные окружения, которые должны были уничтожить силы красных на Восточном фронте, не осуществились из-за нехватки кавалерии. У реки Тобол красным удалось закрепиться и восстановить линию обороны. Войска Колчака, измотанные наступлением и ослабленные собственными потерями, не могли идти вперед. Октябрь 1919 года. На Восточном фронте гражданской войны земля содрогалась от взрывов. Красная армия начала очередное крупное наступление. Белые упорно сопротивлялись, но когда красные создали плацдармы на Тоболе, было принято решение о начале стратегического отступления. Наступление генерала Деникина на Москву также встретило ожесточенный отпор. Красные наступали повсюду. Омск, столица Колчака, оказалась под угрозой. Колчак собирался удерживать ее до последнего человека. «Если мы потеряем Омск, мы потеряем все», — объявил он. Но скорость наступления красных не давала времени на организацию полноценной обороны. Город был спешно эвакуирован 10 ноября. Золотые запасы России были погружены на поезд Красного Креста и вывезены в безопасное место. Колчак отклонил предложение французского генерала Жанена взять их под международную защиту. «Я вам не верю», — сказал ему Колчак. «Золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам». Эти слова показали, как сильно ослабло доверие между ним и генералом Жаненом. Колчак надеялся создать новую оборонительную линию вдоль реки Обь в 600 километрах к востоку от Омска. Но к декабрю и эта линия оказалась прорвана. Разлад в отношениях с чехословацким корпусом стал последней каплей. Под контролем чехословаков находилась Транссибирская магистраль, важнейшая артерия для переброски войск и грузов. Теперь офицеры корпуса решили, что эвакуация их собственных людей будет приоритетнее перемещения войск и снабжения Колчака. Сам Колчак ехал на восток в поезде верховного правителя, сопровождаемый золотым запасом. Его пунктом назначения был Иркутск, где он планировал организовать свою новую штаб-квартиру. Вокруг него царил хаос. Белые войска массово отступали. Власть правительства рухнула. Быстро распространялась эпидемия тифа.
Значительные территории контролировались большевистскими партизанами или бандитами. Надвигался голод. 25 декабря в Нижнеудинске, в 450 километрах от Иркутска, поезд Колчака был остановлен чехословацкими войсками, выполнявшими приказ генерала Жаннена. В условиях хаоса, охватившего Сибирь, он простоял 2 недели, не имея связи. Пока он ждал, большевики и эсеры подняли восстание в Иркутске и взяли город под свой контроль. Теперь даже маршрут отступления для Колчака был закрыт. Колчак оказался в полной изоляции. Военная катастрофа сметала его силы. Союзники потеряли терпение из-за его нежелания идти на компромисс. Его авторитет был разрушен. 4 января 1920 года по настоянию собственного Совета министров Колчак издал свой последний указ в качестве верховного правителя, обещал уйти в отставку в пользу генерала Деникина. Имея врагов со всех сторон, Колчак планировал бежать на юг, в Монголию, с 60 офицерами и 500 солдатами, оставшимися под его командованием. Он объявил, что не станет никого принуждать к участию в этом деле. Он примет только добровольцев. На рассвете следующего дня из 500 солдат осталось только 10. Колчак понял, что дело проиграно, и по совету своих офицеров перешел под защиту чехословацкого корпуса. «10 января 1920 года поезд Колчака наконец-то отправился в Иркутск под охраной чехословаков. «Продадут меня эти союзнички», — предсказал Колчак одному из своих генералов. Конечно, по прибытии в Иркутск через 5 дней Колчак был передан новому городскому совету эсеров. Чехословаки утверждали, что у них не было выбора. Это был единственный способ обеспечить свою безопасность при эвакуации из страны. Но некоторые российские историки позже утверждали, что это было сделано для того, чтобы скрыть кражу золотого запаса России, который перевозился вместе с Колчаком. Это почти наверняка миф, хотя легенды о пропавшем золоте Колчака ходят и по сей день. Допрос адмирала Колчака начался 21 января 1920 года. Он охотно отвечал на вопросы, не выдавал своих подчиненных и брал на себя всю ответственность за действия своего правительства. Но большевики уже взяли под контроль Иркутск, и он понимал, что его перспективы не очень хороши. В конце концов, он сам приказывал своим солдатам расстреливать пленных коммунистов. Гражданская война по необходимости должна быть беспощадной. Командирам я приказываю расстреливать всех захваченных коммунистов. Но вдруг появилась надежда на спасение. Несколько тысяч верных адмиралу войск начали отчаянное наступление на Иркутск, стремясь освободить Колчака и других белых офицеров, удерживаемых там. С боями они подошли к городу на расстояние 8 километров, но их было очень мало, и они не обладали достаточным количеством оружия. Это была отважная, но обреченная на провал попытка спасения, и судьба Колчака была предрешена. Ранним утром 7 февраля по приказу Иркутского военно-революционного комитета большевиков адмирал Колчак и последний премьер-министр его правительства Виктор Пепеляев были выведены из камер на берег реки Ангары. Был отдан приказ: взвод по врагам революции пли!
Оба тела были выброшены в прорубь, и больше их не видели. С казнью адмирала Колчака закончилась последняя надежда белых на единое национальное лидерство. В 1920 году они терпели поражение на всех фронтах. Западные союзники эвакуировали свои оставшиеся войска из России. И хотя бои в уголках новой советской державы продолжались еще 3 года, окончательная победа Ленина и большевиков уже не вызывала сомнений. Это далось страшной ценой. Гражданская война в России стала одним из самых смертоносных конфликтов в истории. По оценкам, погибло 750 тысяч военных, 75 тысяч казненных, 5 миллионов мирных жителей умерли от голода и 3 миллиона от эпидемии тифа. Карьера адмирала Колчака, единственного верховного правителя России, более года являвшегося ключевой фигурой в противостоянии с большевизмом, завершилась полным провалом. Он столкнулся с необычайными трудностями и показал себя лидером, преданным долгу, дисциплине и собственному имперскому видению своей родины. Он был искусным флотоводцем и харизматичным командующим. Но при этом он был жестким и непреклонным, неспособным идти на компромисс или создавать союзы, необходимые для достижения успеха. При советской власти имя адмирала Колчака было опозорено. Враг народа, тиран по примеру императоров, предатель, о могиле которого ничего не известно. Сегодня на предполагаемом месте его казни стоит крест, а в Иркутске установлен памятник. Для некоторых россиян Колчак остается романтической, трагической фигурой. Он сражался за былую империю и до конца оставался верен своему делу. А для других он воплощает образ безжалостного диктатора, чьи решения стали причиной многих смертей. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.